Всем привет! Сегодня я хочу записать небольшой парфюмерный дневничок, дневник парфлюбителя. Итак, что же было за последнее время в моих парфюмерных похождениях? После того, как я купила черного мишку Toy Boy, у меня были мысли такие присмотреться еще к белому мишке и розовому. И вы знаете, судя по отзывам, вначале я хотела купить розового мишку. Ну, по крайней мере, как-то запланировать, да, на будущее эту покупку. Но как-то он мне понравился. У него такой свежий, приятный аромат. Но потом я прочитала в комментариях, что он пахнет яблоком. Там есть нота яблока. И что-то меня так триггернуло по поводу вот этих яблок от Донны Карен. А у меня было одно из этих яблочек, называлось Be Desired. Один из фланкеров Be Delicious. И как-то оно мне не зашло, вы знаете. Я как-то немного попользовалась, потом маме отдала его. И поэтому что-то мне подумалось так, что этот белый мишка, а вдруг мне что-то тоже потом этот яблочный мишка не понравится. В общем, не знаю. Потом я посмотрела еще кое-какие обзоры, и даже у таких, у больших блогеров, которым, ну, не то чтобы я там доверяла, да, даже те, которые, ну, не очень-то я смотрю, не очень люблю, но я понимаю, что вроде бы у этих людей есть вкус, и даже это люди взрослые, да, и вот им нравится розовый мишка, который Bubblegum. И что-то мне так захотелось тоже еще раз к нему присмотреться. У меня когда-то был маленький отливантик. Там буквально был, наверное, 1 или 2 миллилитра. И я как-то его сносила и что-то так вообще не обратила особо внимания. Ну, какой-то такой девчачий, свежесладкий, какой-то вроде бы обычный, такой простенький показался мне ароматец. Но что-то сейчас вот захотелось вспомнить его и как-то присмотреться к нему поподробнее, как сказать, присмотреться, короче, к нему еще раз захотелось. Хотя у нас вот в продаже я видела только 100 миллилитров. Это вроде бы как-то многовато для меня. Может, какую-то миниатюрку найду, куплю, если будет за нормальную цену. Может, куплю для начала миниатюрку. Если бы 30-ка была, можно было бы, конечно, задуматься. Ну, или же буду ждать, когда появится где-то 30-ка. Может, конечно, из-за того, что флакон очень там красивый, такой розовенький. А я прям люблю розовый цвет. И, возможно, еще из-за этого мне захотелось его перепробовать. Но вообще он интересный такой аромат. Ну, может быть, вот как раз на весну-лето, скорее всего, его время. Это весна-лето. И вот просто говорят эти блогеры о том, что он не такой простой, как кажется. Возможно, я тоже как-то его не распробовала, потому что у меня было мало. И я там по чуть-чуть наносила. Может быть, я просто его не распробовала. Может, действительно он не так прост. И там где-то в базе есть какие-то интересные ноты. Ну вот как-то так. Хочу как-то его найти, где-то перепробовать. Еще раз, потому что у меня даже, по-моему, не осталось. У меня нигде не вижу, где у меня этот пустой отливант. Нигде даже не валяется уже. Ну, в общем, тут потом, что было потом? Потом мне как-то попался на барахолке, я увидела Only You от Новой Зари продавали. Там, ну, правда, не намного дешевле, чем эти ароматы стоят в полных флакончиках. Ну, немножко дешевле был. Но я как-то его, знаете, понюхала, мне понравился запах. Но тогда у меня что-то было в планах другое купить. И я его не купила, в общем. Да, я тогда еще, наверное, черного мишку планировала покупать. И как-то мне было жалко денег. Думаю, мало ли, Новая Заря, как-то, может, он будет не очень, ну, не знаю. А потом я как-то стала смотреть отзывы, и тоже люди, ну, смотреть обзоры на этот аромат, тоже говорят, что прям он так похож на Balda Freak от Байреда. И тоже мне как-то захотелось к нему присмотреться. Ну, в общем, этот флакон уже, видно, ушел, уже не продается. И там, где продается Новая Заря, тоже как-то я именно этого аромата не вижу. Там, ну, есть все что угодно, только не Only You. Короче, не знаю, то ли его сняли, то ли пока не производят. В общем, не вижу. Как-то упустила эту возможность, не знаю, появится ли еще возможность. Ну, хотелось бы попробовать, потому что это у меня тоже есть такой пунктик. Мне хочется вот покупать такие ароматы, которые, ну, супер бюджетные, да, но которые очень похожи на какие-то дорогие ароматы. Мне вот хочется находить какие-то такие бюджетные версии, да, и хочется их пробовать, как-то сравнивать, может быть. Вот, в общем, тоже интересная такая тема, да, поиск каких-то бюджетных аналогов. И то, что я видела, какие обзоры, там говорили, что прям очень это похоже, вот прям в параллельном затесте сравнивали, говорят, очень похоже.
Поэтому тоже, может быть, буду посматривать, если где-то увижу, он лью, тоже моя хотелка. Теперь, потому что, ну, Байреда, естественно, я не куплю. Там, скорее всего, и объемы большие, да и цена неподъемная для меня, скорее всего. Ну и направление такое, что, собственно, может быть, не настолько это будет для меня интересно. Как-то так. Да, в общем, такая была тема с этим Only You. Потом, где еще была, что я видела? Потом еще мне хотелось, я увидела как-то вот эти Латафа ароматы, да, продаются у нас в нескольких тут магазинах, ну где-то дороже, где-то дешевле. Самый дешевый вариант я видела за 2000 флаконы Латафы стоят. Ну там выбор не очень большой, вернее даже очень маленький, там может штук 10 всего было. А их там, наверное, не знаю, 50 или больше. У Латафы там ароматов очень много. Так ведь? В общем, там то, что единственное меня заинтересовало, это был который клон, вот эта удовая роза от Ланком, как он называется? Забыла. Уд-букет. Уд-букет — это такой известнейший аромат ланкомовский из приватной линейки. Ой, там какая-то такая сладкая удовая роза. В общем, что-то такое должно быть прикольное. Мне такие ароматы нравятся, кстати. Когда-то я от Экзумы тоже нюхала аромат, тестировала я его еще в Еве, когда у нас Ева еще работали магазины Ева, то там были вот эти экзумовские ароматы польские, и там был тоже аромат как-то Профумо Роза или как-то так, Роуз Профумо как-то назывался. Он тоже вроде бы был клон вот этого Oud Bouquet. И тоже вот он мне нравился. Я тоже как-то его не купила тогда, но он не слишком так прям бюджетно стоил. А я тогда еще так особо денег на парфюмерию много не тратила. Это сейчас я пошла в разнос уже, в общем. Сгорел сарай, гори и хата, в общем. Ну, а тогда я как-то еще так экономила на парфюмерии и не купила его. Ну, а теперь вот эта Латафа. Есть там, как он, Удмут называется. Вот такой флакон, он перемотан ленточками. Я ставлю фотографию. Это такой светлый флакон, перемотанный черными ленточками, насколько я помню. Вот он пахнет тоже типа так. Я понюхала его в магазине, ну только из флакона. Там тестеров нет, как бы так особо не потестируешь. Но может надо было попросить, чтобы как-то брызнуть, протестировать. В принципе, за 2000 рублей можно было бы, наверное. Но если тоже, опять же, 100 миллилитров, я не знаю, как он будет носиться. Лучше бы, если было 50 миллилитров за 1000, вот это было бы более как-то приемлемо, да, или даже 30. А вот взять такой огромный флакон, при том, что у меня и так куча парфюмерии, тоже надо как-то об этом еще подумать, ну, не спешить с этим, потому что сотка будет стоять потом никому не нужная. Вот, ну, еще сегодня тоже я гуляла, был Amen от Thierry Mugler. Там 30 миллилитров, продавалась как, это считается, по-моему, запаска, которая должна вставляться в какой-то такой кофр фирменный мюглеровский. Ну, а тут продавалась просто в коробочке вот эта запаска. Ну, цена тоже как-то 5000 за него вроде бы как-то многовато. Ну, на этой точке вообще так все недешево. Поэтому, мне кажется, завышена эта цена. В принципе, на сайте, в интернете 100 миллилитров стоит 10-11 тысяч. Но все-таки это 100 миллилитров. А тут за 30-ку 5000 вроде как многовато. Ну, в то же время, конечно, 10 я тем более не отдам за эту сотку, потому что мне много и дорого. Поэтому тоже как-то не знаю даже, нужен мне этот Amen или нет. Он, конечно, пахнет интересно. Такой запах у него интересный. Тоже так с флакона понюхала. Прикольный запах. И, скорее всего, да, многие женщины тоже по отзывам его носят. Мне бы такое понравилось. Я такое люблю, унисексы всякие. Поэтому тоже хочется, конечно, хочется и колется. И если он похож на, как в интернете сказано, что на Пюргавана похож, а Пюргавана это похоже на Naxos, а у меня есть копия Naxos, возможно, он мне не так уж и нужен. Ну, понятно, что копия это все-таки не люксовое звучание, да, ну, там как бы есть общие ноты, но ну, мне кажется, все-таки хотелось бы, да, в оригинале вот такое направление, такое табачно-медовое, такой унисексовый аромат на тему сладкого табака, меда, лаванды. Хотелось бы, конечно, вот в оригинале такое что-то попробовать, поэтому, мне кажется, если это
тоже близко к этому направлению, то этот Эймен, он заинтересовал меня, конечно же. Было бы неплохое дополнение к моим ароматам Мюглер. Ну и еще вроде бы планируют, там появится, наверное, Ангел Тири Мюглера. Ну, Ангел уже у меня был от Левант, как бы, да, он, конечно, такой очень сладкий, но он больше на холодное время года, поэтому сейчас даже мне как-то не очень-то его и хочется даже рассматривать к покупке, потому что, ну, все-таки сейчас не сезон. По отливантам, конечно, сейчас мне тоже хочется попробовать вот Джульетта с пистолетом. Vanilla Vibes есть в распив, продается. Но я, правда, его даже не нюхала, только пока по отзывам. Я знаю, бренд там Genium появился, один аромат из новинок. Да, это новинка. Аромат называется Singer. В общем, по отзывам это классный аромат. Возможно, вот, да, хотелось бы его потестировать. И появился там еще Blue Talisman, тоже хотелось бы, да, попробовать, что это такое. Конечно, это будет супер дорого, но 5 мл можно было бы купить. Сегодня еще Mary Kay ароматы. Там на рынке тоже есть продавец, который занимается косметикой Mary Kay, и я там понюхала несколько ароматов. Ну, как-то, вы знаете, мне кажется, ну, все-таки в основном там вторичные такие ароматы, которые похожи на какие-то популярные люксовые направления, поэтому, наверное, не слишком интересно, тем более цены там, конечно, совсем не бюджетные, там даже, наверное, 50 миллилитров там около 3000, что-то там, а если 100 миллилитров, то это уже и 4000 цена, как бы не сказать, чтобы слишком бюджетно для сетевой парфюмерии, вроде бы, да, неплохие, в принципе, ароматы, но все-таки ничего такого прям уникального. Есть там из такие свежецветочные, да, из такого направления. Ну, мне кажется, они как-то уже отдают каким-то прошлыми какими-то годами, да. То, что было и в Oriflame, и Avon в прошлом делалось, да, такие свежецветочные. Хотя неплохо, мне кажется, неплохо собраны ароматы, но ну, такие деньги за них я, наверное, не готова отдавать. Это вот такие пока планы. До сих пор продается опиум, до сих пор никто не купил. Это вот этот классический опиум в Сен-Лоран. Там большой объем, ну, вроде бы цена 5000, вроде бы недорого. Там от 90 миллилитров, там, в принципе, миллилитров 70 в остатке. Я не знаю почему, мне казалось, что это такой культовый аромат. В прошлом он у многих был, мне кажется, мне казалось, что его быстро должны купить, потому что все-таки там много людей проходит, и такие дамы там прогуливаются, ну, вроде бы как кажется, что, да, по старой памяти, ну, кто-то же должен обратить внимание, но нет, до сих пор продается, никто не хочет покупать. Видимо, у нас в городе все-таки немного любителей парфюмерии, парфманьяков, видимо, на пальцах пересчитать можно. Ну, на этом, наверное, буду заканчивать. Вроде бы все рассказала. Всем хорошего дня, хорошего настроения, прекрасных покупок, новинок. Расскажите, что у вас в хотелках на сегодняшний день, что планируете носить, в каком аромате вы будете завтра. Поделитесь своими планами, хотелками. Всем удачи, хорошего дня и пока-пока.